Hi again. Hi everyone. Всем привет. Yay! Are you okay? Yeah. У вас все хорошо, да? Yeah. It's a Saturday, and so I'm gonna sit here instead of walking around. Yeah. Поскольку сегодня суббота, я позволю себе так вот посидеть вместо того, чтобы разгуливать по сцене. Yeah. So we have plenty of time today, so I would really like you to ask me questions and have dialogue. У нас сегодня достаточно много времени, поэтому я буду очень рад, если вы будете меня спрашивать, и у нас будет диалог. And you can certainly challenge me with tough questions, and what would you do? You know. Я с удовольствием приму от вас сложные и неудобные вопросы. А что бы вы сделали на моем месте? Because I'm here for you today. Потому что я сегодня ради вас здесь. So in this, I will show you a few slides about first how we work when we do concepting and creative work for brands. Сначала я покажу вам нашу структуру, как мы работаем, когда мы делаем концепции для брендов. And I will show you examples of how that lead to campaigns and advertising. И я покажу на примере, как это выливается в кампании, в том числе и в рекламные. And then I will also show a little bit of smaller initiatives that are more like action and volunteer work. После этого я покажу вам меньшие по масштабу инициативы, которые там больше похожи на волонтерские действия, на действия местных сообществ. And the reason why I would like to do that is because I want to show how some of the tools that are being used in advertising can also be used in creating movements in social media. И причина, почему я хочу это сделать, ровно потому, чтобы показать, как те инструменты, которые используются в рекламе, могут помочь нам в каких-то общественных движениях или в социальных сетях. Okay, so first of all, concepts. And these are tools that can be used, and to me, conceptualizing is tools to create communication. Соответственно, поговорим сначала про концепции. Вот на слайде все эти инструменты, которые мы можем использовать, но для меня концептуализирование — это один из основных инструментов. So this is an image of, we call it a brand wheel. Эта картинка, мы ее называем колесо бренда. And maybe you have seen it because I don't created this. Вы наверняка ее видели, поскольку не я ее придумал. And it is an illustration on how all companies and brands and operation has these pieces of the puzzle. И это иллюстрация о том, как любой бренд собирает кусочки пазла в единое целое. So in the middle you have your product or your brand. В серединке у вас есть ваш продукт или ваш бренд. And what the first thing that has to be done is obviously that people are aware that it exists. Соответственно, первое, что вам нужно сделать, это сделать так, чтобы люди узнали о существовании вашего продукта или услуги. And then people will consider, should I engage in this product or not? Should I engage with this company or not? Should I buy the product or not? После этого люди будут задумываться, должны ли они вас рассматривать или не должны ваш продукт или вашу компанию. And then they will buy it somehow. Ну, потом так или иначе они покупают. This purchase could also be exchanged for signing up, for example, if you have a media, for example. То есть не обязательно процесс покупки должен быть физический, это может быть какая-то подписка, например, если мы говорим про медиа. And then when you have a relationship,
service is how you nurture that relationship between the product and the brand and your audience. И после этого начинается стадия сервиса. Это то, как ваш продукт и ваш пользователь взаимодействуют друг с другом, что они друг другу дают. And then you get loyalty, and people will behave loyal to this, which might lead them to spread the word as ambassadors. Если все хорошо, люди становятся вам лояльными и ведут себя таким образом, что рассказывают про ваш продукт, и становится его нелюбимое слово амбассадором. And the better you are in all these aspects, the more momentum, total momentum you get around your idea or your product or your brand. И чем лучше вы в каждом из этих моментов, тем лучше ощущение остается от вашего продукта, вашего товара. In the middle, you have a big idea. What is this all about? What is the message that you want to stand for? A big idea. В середине всего этого большая идея, то, за что вы боретесь, ради чего все затевается. And this idea is a thought on how your product is relating to people's life. И эта большая идея – это то, как ваш продукт относится к жизни людей, то есть какое место он занимает в ней. And usually this big idea can be said in one line. И обычно эта big idea может быть высказана в одной фразе или даже в одном выражении. And sometimes we call it a tagline, such as Nike, just do it, or these kind of things. Иногда мы называем это tagline, например, у Nike всем известная just do it. And we have a method on how to create the thing in the middle. И у нас есть свой собственный метод, как создать то, что внутри этого колеса бренда находится. And I believe that the same methods that we use to build brands can be applied to other concepts in life, or to media, or to social movements, etc. Я искренне верю, что этот способ применим не только к брендам, но и ко всему, что есть в нашей жизни. So the first thing when you create something is that it's built on an insight that you have about people. Все начинается с того, что вы строите идею на инсайте, который у вас есть от людей. So, for example, people are thirsty, therefore we can sell water. Например, люди хотят пить, и поэтому мы можем продавать воду в бутылках. And the more interesting and advanced insight you have, the better the chances are that you have an idea that you are alone with. И чем лучше ваше знание этих инсайтов, тем больше шансов, что ваша идея будет уникальной и востребованной. Do you remember yesterday I talked about advertising and communication, that the most important thing is that it has to be interesting. Если помните, вчера я рассказывал в своем докладе, самое важное про рекламу и коммуникации, что они должны быть интересными. And an insight that is about an unresolved conflict, that is an insight that has become more interesting. И инсайты, которые базируются на неразрешенном конфликте, гораздо интереснее сами по себе. So when we work with insights, we try to take the insight and then we try to see how does this insight relate to unresolved conflicts in yourself, within your identity, for example. И, собственно, когда мы работаем с инсайтами, мы пытаемся понять, каким образом этот инсайт коррелирует с нерешенным конфликтом.
because we are much more interested to listen to someone who tells us something where we have to make a stand, where we have to think who is right, who is wrong. That is much more interesting than when people say something that we're like, okay, I know. Мы это делаем, потому что гораздо интереснее слушать людей, которые за что-то борются, когда нам нужно решить, там, кто прав, кто виноват, нежели когда нам говорят какие-то банальные вещи. Ну да, окей, я знаю это, и чего? So we try to find the tension, which is the insight with the conflict. И мы пытаемся найти то напряжение, которое есть внутри конфликта. And when we have the tension, we then create a big idea, which is the solution of the tension. И, собственно, когда у нас есть это напряжение, мы пытаемся найти ту большую идею, которая является решением для снятия этого напряжения. And then we articulate the big idea with a powerful saying. Мы подкрепляем нашу большую идею с каким-то очень сильным высказыванием. And then we call that the aligning thought. Это вот ключевая мысль. And then we prove the line with something like a proof, and we call that the thing. And the thing can be, for example, an event or an app or an experiment, etc. А потом мы, собственно, доказываем это, вводя какой-то предмет. Предмет может быть шоу, может быть эксперимент, событие, что угодно, что-то осязаемое. So these four things are the pieces of the puzzle that I believe that you should have on your checklist when creating a powerful concept. Собственно, вот эти четыре вопроса — это те кусочки пазла, тот чек-лист, который вы должны пройти в тот момент, когда вы создаете какую бы то ни было концепцию. We use a creative brief in order to make our creatives aware of these things. Мы в своей компании практикуем креативный бриф для того, чтобы люди, которые занимаются созданием рекламы, были ознакомлены со всеми этими вещами. But I mean, you don't have to do that, but that is something that you can do. And if you Google CP+B creative brief, you can find it. So you can just take it if you like. Вам совершенно не обязательно это делать, но если вы там погуглите, вы можете найти, погуглите CP+B креативный бриф, вы можете его найти. Если вам это поможет, пожалуйста, пользуйтесь, конечно. So now I'm going to talk a little bit about how can you find tension? How can you make insight into a tension? Сейчас я поговорю о том, как найти то самое напряжение и как превратить, и как вытащить из него инсайт. And tension is the uncomfortable truth. Напряжение — это неприятная правда. And we can also say, I don't know if you have that saying in Russia, the elephant in the room. Ну, мы можем сказать, в английском языке есть такое выражение «слон в комнате», ну, наш эквивалент «слон в посудной лавке». Yeah, we have it, okay. So, for example, if I was standing here and my zip was open. Если я стоял здесь и ширинка была бы открыта, and I walked around for 30 minutes, и я выгулялся бы тут 40 минут такой красивый, then this would be the elephant in the room. Это было бы вот тот самый слон в посудной лавке или там слон в комнате, как на английском языке. The thing that everyone thinks about, это то, о чем все думают, but no one says. Но никто не говорит. Yeah. And the only way for me to get back your attention and change the situation would probably be to zip. И единственный способ вернуть внимание — это, собственно, застегнуться. And then make a joke. И пошутить. Because with humor and a joke, we would then feel that, okay, he's okay. Потому что, когда мы переводим это в шутку, в юмор, ну, то есть мы снимаем негатив и, ну да,
Все нормально. Yeah, and humor and joking is a very powerful way to take away the elephant in the room. Юмор и шутки — отличная идея, как вот этого слона из комнаты вытащить. So that's the elephant in the room. And when you work with clients and an audience, you need to point out the elephant in the room. Если вы работаете с клиентом или с любой аудиторией, очень важно этого слона в комнате заметить. So, for example, maybe the client says, "Well, we made this really cool thing for teenagers." И когда говорится, вы сделали вот эту классную вещь для подростков, and maybe you know that teenagers don't think this is cool at all. Но при этом тинейджеры совершенно не уверены, так же как вы, что это круто. Then you have to say that to the client, right? Скажите это клиенту. But maybe you feel, oh, that's going to be very, very hard. Это будет очень-очень сложно, наверное, вы подумаете. Well, then you need to stand up, because if you accept it, you will make advertising or concepts that doesn't work. Но вам нужно это сделать, потому что если вы примете это, вы будете делать концепции и рекламу, которые не работают. But if you talk with the client together, you can maybe come up with and say, well, it's not for teenagers. Maybe it is for elderly or single moms. Если вы это делаете вместе, вы можете в какой-то момент обнаружить, что на самом деле это не для тинейджеров, а, например, для мам. Or maybe you need to change the product. Или, возможно, вам нужно изменить свой продукт. So I will tell you an example of when you find tension. Я приведу пример, где мы нашли вот то самое напряжение. So Domino's Pizza. Do you know about Domino's Pizza? Domino Pizza, всемирная сеть пиццерий. They briefed CP+B and said, we are making a totally new recipe, a totally new pizza. Они забрифовали наше агентство и сказали, что мы делаем совершенно новую пиццу по новому рецепту. And it would be very easy to say something like this. Something like this. The world's best pizza got even better. И нам было бы очень просто сказать, самая лучшая в мире пицца стала еще лучше. But is that the truth? Но правда ли это? No. The reason why they did the new pizza recipe. Но на самом деле это не так. Причина, почему они сделали новый рецепт, is obviously because the old recipe wasn't good enough. Потому что прошлый рецепт был недостаточно хорош. Now, is that the truth that we should use in advertising? Это та правда, которую мы могли бы использовать в рекламе? Yes. Да. So we'll show you. Собственно, ролик. Do we have any sound? Макс. Okay, we'll try again. Domino's pizza crust to me is like cardboard. I hear what some folks are saying about our stuff. Your sauce tastes like ketchup. I mean, that hits you right in the heart. Most companies hide the criticism, and we actually face it head on. There comes a time when you know you've got to make a change. We improved everything. 40% more herbs in the sauce. New shredded cheese with tons of flavor. And a new garlic seasoning on the crust. We want everybody to try it. The deal is 2 medium, 2 topping pizzas for $5.99 each. If you don't like it, we'll give you your money back. All of it. Not half of it. All of it. So in this ad, this is the ad that launched the pizza, and as you saw, we were saying that we were honest with the terrible reviews that people had said about the old recipes. Я немножечко расскажу, что в клипе, что было в клипе. Смотрите, там рассказывали, вот, собственно, заседание у руководства Domino's Pizza, где они собрали отзывы от простых клиентов, что тесто слишком сухое, соус для пиццы похож на кетчуп, и вот это вот все. И ровно поэтому они решили изменить рецепт и сделать его другим. Да, и, собственно,
это то, про что рассказывали в рекламе. То, что пицца была недостаточно хороша, мы знаем это, мы понимаем это, и ровно поэтому мы решили изменить рецепт. And so we actually bought advertising for millions to say our old pizza tasted like shit. На самом деле получилось, что мы купили рекламы на миллионы ради того, чтобы сказать, что наша прошлая пицца была не очень хорошая. And people in the media said this might be the worst epic fail in the century. Люди из медиагентства сказали, что это наверняка станет самым эпическим провалом века. But after the launch, we had the best sales peak in the history of fast food sales. Но в тот момент, когда реклама вышла, у нас был самый большой пик продаж, который вообще наблюдался в фастфуде. Because everyone wanted to see if we had succeeded. Потому что всем хотелось узнать, действительно ли нам удалось сделать новую пиццу вкусной. And there is not until this day any campaign in the world that has ever produced such results. И пока этот рекорд продаж в категории фастфуд не побит. So, yeah. Can you say some figures about it? Yeah, it's. I mean, the Case movie online has all the figures, but it is the highest sales peak in the history of. There is no other sales peak that has ever been that high in fast food ever before. Да, цифры есть непосредственно в самом кейсе в этом, но вот сейчас, да, это вот из того, что он может сказать, что это был самый большой рост продаж в категории фастфуд. You can Google pizza turnaround, Domino's, and you will find the case, because I don't remember the numbers. Густав говорит, что он не помнит цифр, но найти можно в интернете. Называется это pizzaturnaround.com, там, по-моему, даже адрес был. Но если что, в Гугле Domino's Pizza Turnaround, посмотрите, там Густав говорит, что есть кейс со всеми цифрами. So when you... Yeah. Another question. Yeah, please. Does it mean that if you are always making confession in uncomfortable truth, it will lead to success? No. Нет. But chances are probably higher that it is successful because it is easier to get people's attention if you're honest. Yeah. Нет, ну то есть это не панацея, с другой стороны шансы достаточно высоки, потому что людям всегда интереснее, когда вы с ними честны. I believe that the more honest you are in every situation, the better chances are that you succeed in the long run. Я верю в то, что чем вы честнее, тем больше шансов преуспеть в долгосрочной перспективе. And that's the same in my answer to your questions. Ну, это можно применить ко всем моим ответам на ваши вопросы. Я вот честно отвечаю. Because I really believe that advertising is about truth well told. Я верю, что реклама на самом деле про правду, которая хорошо рассказана. So it's not telling the truth. Это не про правду. It is the truth well told. Это про правду, которая хорошо и правильно рассказана. Make sense? Имеет ли это смысл? Наверное, да. Good question. Хороший вопрос, спасибо. Густав, another question. Yep. Нет. Yeah. Нет. No. Okay. No. Есть еще вопросы, или мы продолжаем? Just keep coming. It's okay. I think we can. We good here? Okay.
All right. So how do you find the elephant in the room? So when you think about your problem and your product, your brand, etc. Как найти вот этого самого слона в комнате? Когда вы думаете про ваш бренд, продукт или что бы то ни было, you should always think, how do we talk about this when we drink vodka with our friends? один из способов это вспомнить, как бы мы подумали бы про это, если бы мы общались с нашими друзьями, выпивая чего-то крепкого. Because when you are comfortable and you don't have fear, потому что когда вам комфортно, у вас нету страха, then you say what your heart thinks. В этом случае вы говорите то, что ваше сердце говорит. And people that see your advertising, и люди, которые видят вашу рекламу, chances are that they are sitting drinking vodka with their friends. Шансы на то, что они сидят и выпивают с друзьями. So that's why you have to tell the truth in a good way. Поэтому важно очень рассказывать правду в правильном ключе. Another way of finding uncomfortable truth is what are people saying in online forums? Еще один способ найти ту самую неприятную правду — это почитать, что люди пишут на форумах. And then also, what is all our competitors saying? What is everyone saying all the time? Еще один способ — это посмотреть на то, что наши конкуренты говорят и о чем говорят в категории. And maybe then we should say the opposite. И, возможно, нам следует сказать ровно противоположное. I will give you an example. We were doing marketing for a university. Я приведу пример. Мы делали рекламу для университета. And all universities in the whole Sweden were only saying, "Come to us and fulfill your dreams." Все университеты говорили: приходите к нам и исполни свои мечты. And we said, "Don't follow your dreams." А мы сказали: не исполняйте свои мечты. And why? Well, because who the fuck know their dreams? Почему? Да потому что кто на самом деле знает, чего мы хотим? I don't. Do you know your dreams? Вы сами-то знаете, чего вы хотите? I change my dreams all the time. Я, например, то, что я хочу, регулярно меняю. And I'm looking for new dreams all the time. И я также ищу новые вещи, которые я желаю, которые я хочу получить. So we said, at our university, we look for dreams together. А в нашем университете мы ищем те самые мечты с вами вместе. So come to our university and we can start looking for new dreams together. Поэтому приходите к нам, учитесь у нас, и мы с вами вместе найдем для вас мечты. And that was a tension built on our research that showed that a lot of people didn't know what to do with their future. Это решение было основано на нашем исследовании, которое показало, что на самом деле много людей не знают, что же делать с их будущим. So it's usually very smart to do the opposite, but do it in a good way. Обычно очень выгодно делать противоположное, что обычно делают, но в умном ключе. So I was thinking, maybe we'll just continue. So I'll show you one more thing. This is an example where the insight was that we saw that it would be good if you could go with a train to the airport. Еще один пример вам расскажу. Он базировался на инсайте, что было бы классно добраться до аэропорта посредством поезда. And our client was Scandinavian Airlines. Нашим клиентом были скандинавские авиалинии. But if you flew to the airport with Scandinavian Airlines and then flew to somewhere else, Scandinavian Airlines would help you if your plane was delayed. Если вы летаете с пересадкой, то в случае возникновения каких-то проблем со вторым рейсом, скандинавские авиалинии вам помогают.
But if you came with a train and the train was delayed, they would say, well, you should not have taken the train. Да, но если вы, например, добирались в аэропорт поездом, и поезд был задержан, ну, вам люди разводили руками и говорили, что мы ничем не можем вам помочь. So we told them, why don't you become the first airplane company that take care of the clients coming with the train, just as if they have flew to the airport. Поэтому мы предложили скандинавским авиалиниям стать первой компанией, которая заботится о пассажирах, которые приехали поездом, так же, как о тех, которые прилетели на самолете. That would be a big commercial opportunity. Это будет большой возможностью для продвижения услуг. So we managed to get Scandinavian Airlines to form a collaboration with the train company. Нам удалось уговорить скандинавские авиалинии запартнериться с компанией, которая занимается перевозками, транспортной компанией, которая организует перевозки поездами. And I facilitate the meeting between Scandinavian Airlines CEO and the train company's CEOs. Я, собственно, назначал вот эту встречу между гендиректором скандинавских авиалиний и гендиректором той самой фирмы, которая перевозит людей поездами. And it was very clear that they were competitors. И было сразу видно, что они на самом деле конкуренты. They were like, yeah. Вот себя они вели примерно так, как Густав показывает. And I thought, maybe that's the elephant in the room. Я подумал, а может быть, вот он тот самый слон в комнате. Maybe they collaborating even though they don't want to. Может быть, они работают вместе, хотя даже не хотят этого. Just to make money. Просто чтобы заработать. But it is a good thing for you. Но конечным пользователям от этого только лучше. And with that tension, we built and did this ad. И, собственно, имея в голове эту мысль, вот то самое напряжение, мы сделали следующую рекламу. Это пример рекламного баннера. Я сейчас переведу, что пишет. Мы на самом деле не очень любим друг друга, но ради вас мы запускаем новые поезда авиалинии. Чтобы прочитать больше по нашем совместном продукте, прочитайте вот здесь. Соответственно, меняются текстовки, меняются лого. Всем понятно, да, что там обыгрывается в логотипе САС. Не буду вслух. Да, мы ради вас, нам очень жаль, но нам приходится запускать эту чертову самолетную поездовую линию. And there you go, once again. And once again, you see the uncomfortable truth, the tension, and then humor and love. Опять мы видим напряжение, вот ту самую неприятную правду и юмор, с помощью которого это все разрешается. It is a very good example on how to make advertising interesting and fun. Это хороший пример, как сделать рекламу одновременно и интересной, и смешной. So, yeah, please, do we have a question down there? Может сложиться впечатление, что мы засмеялись над этим баннером после того, как мы всю подводную историю узнали. А для тех людей, которые смотрели этот баннер просто на сайте, это было настолько же смешно, они вот эту фишку просекают или нет? Who didn't know what is below the water, and isn't that fun for them? We are laughing because we know what the plot is about. Yeah. And was the same reaction that people who didn't know the plot and who just saw the advertising? Yes, we got very good results on the banner because a lot of people saw that it was a very unusual story
for a banner. Да, на самом деле мы получили хорошие результаты по этой рекламной кампании, потому что там люди увидели, что это необычная для баннера история. And that made them click on the banner to read more. Это заставило их кликнуть на баннер, чтобы узнать больше. So it's one of the best results that we had for banner clicks. Один из самых лучших результатов, которые мы получили там, с точки зрения кликабельности. But obviously, I think that you always have to think about everything, you know, PR, TV, banners, so they work together. Но баннеры не живут отдельно сами по себе, это всегда составная часть пиара, медиа-активности, пресс-релизов, всего. Yeah. So to your point, because it's obviously very important to explain. Собственно, возвращаясь к вашему вопросу, важно объяснять, собственно, что за этим стоит людям. Поэтому, да, там все работало в комплексе. Good question. Yeah. Хороший вопрос, спасибо. Было ли очевидно для аудитории сама по себе вражда двух брендов? Вот, или вы об этом поняли только когда они друг на друга так посмотрели? Was it obvious for consumers that those companies are competing each other and they don't want to work with each other? Yes, it's a very good question. Хороший вопрос, спасибо. In Sweden, these two are very well known. It's almost like Scandinavian Airlines is like Aeroflot. Да, обе эти компании в Швеции очень известны. Например, скандинавские авиалинии — это как российский Аэрофлот. And the train company is also the old stately owned monopoly company. Вот вторая компания, которая отвечает за железнодорожные перевозки, это вот аналог нашего РЖД, потому что это тоже компания, которая была основана государством, тоже была в свое время монополией, но ее тоже все знают. So they started to so they were government owned. Yeah, they were both. Да, в свое время обе из них были там частично ими владело государство. And then the government privatized and sold them. Правительство приватизировало, простите за это слово, и продало эти компании. And then they started to compete. И вот ровно после этого они стали друг с другом очень сильно не враждовать, а вот соревноваться. So people were very well aware, but also knew that they were, a little bit in the hands of the politicians. Да, соответственно, люди прекрасно понимали, вот что стоит за этим. С другой стороны, они там понимали, что там есть там что-то, что вот управление этих компаний до сих пор находится в руках политиков частично. Which makes it even more fun in a way, you know. Да, что делало историю на самом деле даже еще более забавной. Cool. We got a question down there. Еще один вопрос. А как проходило согласование с заказчиками? Насколько легко они согласились на такую акцию? How was the story confirmed by both of the clients? So was it hard to make such creative? So what were any problems, or they just saw it and said it's cool? I think it helped that we had many meetings. Нам очень помогло, что у нас было много встреч. I remember one meeting that we had as a telephone conference. Я вспоминаю одно из этих совещаний. У нас был созвон. And we called in, and Scandinavian Airlines called in. Мы присоединились, скандинавские авиалинии присоединились. And then the train company called in 10 minutes late. Соответственно, вот перевозчик железнодорожный опоздал на 10 минут на созвон. And when they finally called in, и когда они вот таки дозвонились, Scandinavian Airlines marketing manager says, "Yeah, you're always late, aren't you?" И когда они все-таки дозвонились, маркетинг-менеджер скандинавских авиалиний сказал: "Ну да, вы все время опаздываете."
And you know, once again, it was I used a lot of humor and love, and you know, tried to make them feel good. Я потратил очень много там сил, пытаясь там так или иначе обернуть это в юмор, в шутку, добавить туда любовь, чтобы им было комфортно друг с другом. And when trying to sell these kind of concepts to client, I usually try to make them feel happy in meetings. Когда я продаю такие концепции клиентам, я стараюсь, чтобы они чувствовали себя счастливыми на собраниях, на встречах. And I sometimes say stuff like, "It's just advertising." Иногда я говорю, ну это всего лишь реклама. And I think it's very important to try to sell these things with a lot of like, it's gonna be okay, it's gonna be great. Ну и можно себе позволить даже продавать их. Все будет классно, не парьтесь, все будет круто. And also maybe say, if it doesn't become great, you can, you know, shoot me. Да, еще можно сказать, что если круто не будет, можете меня застрелить. And you know, in the end, that's you have to try to sell it, because in the end, they will always be too worried, you know. Но вам в любом случае нужно попробовать это продать, потому что в любом случае они будут слишком беспокоиться. But then afterwards, when everything is great and people love it, но вот в конце, когда все случается и людям нравится, all client says it was actually my idea. Клиент говорит, что нет, на самом деле моя идея была. And then you're like, yeah, that's okay, as long as I can send an invoice. Ну и ты говоришь, ну ладно, классно, я согласен, ну я отправлю это на фестиваль. So you sometimes have to push your client because they don't know what's best for them. You know? Вам иногда нужно действительно подталкивать своих клиентов, потому что не всегда они знают, что же будет для них работать лучше всего. And you can also show, for example, the other clients that has done brave things. Вы также можете показать других клиентов, которые делали какие-то смелые вещи. So I use, for example, show Domino's Pizza. Я показывал Domino's Pizza. And I say to my clients, if they could do this, why can't you do this? И я им сказал, вот если уж Domino Pizza может себе такое позволить, а вы-то почему не можете? So that's a way of working with it. Ну вот можно вот так вот их убеждать. Yes. Секундочку, мы вам микрофончик передадим. У нас молодой человек. Вот. Pass the mic, yo. Pass the mic, yo. Here we go. Когда строится рекламная кампания на конкуренции двух компаний, которые в дальнейшем соединяются, насколько потребитель, для которого это делается, будет уверен в том, что в какой-то момент либо компания, перевозчик, поезд там, допустим, специально не опоздает, или авиалинии там не подведут, чтобы насолить своему конкуренту. Вот. Да. How the customer could be sure that when the two companies are partnering and they are competing actually, the one will not drop another for the sake of the Доверие самих потребителей. So, so that was the product we did was we called it. We call it, if you translate it, get there guarantee. Мы сделали продукт, который назывался, сейчас вот там такой вот грубый перевод, «Доберись туда с гарантией». So, and that was the actual product that if you go with this, we give you a guarantee. Это, собственно, продукт был такой, что если вы берете этот продукт, мы даем вам гарантию. And that was described on both companies' website. И это, собственно, позиционировалось обеими компаниями. Это было не односторонним решением. And I don't know how it is in Russia, but in Sweden, if a company promises something, Я не знаю, как в России, но в Швеции, если компания что-то обещает,
the guarantee. Какую-то гарантию. No, but they can be sued if they don't fulfill a guarantee. Да, но можно подать в суд, если они эти гарантии не сделают. Yeah, so. И там была какая-то компенсация в случае, если человек не добирается. Yeah. So, but. Он молодой человек был. И Катя потом. Единственное, я попрошу, давайте, мы вот сейчас еще 2 вопроса было, давайте мы дальше пойдем, там еще есть много чего интересного, я просто презентацию видел. Просто коротко, вот сказали по поводу того, что пользовалась успехом сама реклама, что по баннеру кликали, а сам продукт, как бы продажи продукта самого в итоге. Спасибо, понял вопрос сейчас. So actually the advertising was very successful, but was the product successful? Well, I mean, it was. I don't know. It's hard to say because it was not so successful with consumers. But what was successful was that we got some contract with like big companies that signed travel contracts. Okay. Yeah. На самом деле относительно сложно сказать, было это успешно с точки зрения самого вот продукта, вот добора вот этого, но гораздо важнее было то, что 2 компании заключили какой-то договор. But it's very hard to. It's hard sometimes to define success with branding. Иногда очень сложно измерить успех в случае вот таких брендинговых активностей. So I would say it was okay. Я бы сказал, нормально. У нас еще один вопрос. I wanted to ask, it's a company... Катя, давай на русском, а я Густаву переведу, чтобы все слышали. Хорошо. Но это очень смелая компания. Нужно быть действительно уверенным в своем предложении, когда ты приносишь такое клиенту. И как можно быть уверенным в том, что это человека не оскорбит, то, что это не будет грубым. Они это проверяют, или это просто на ком-то тестируют, или это просто внутреннее чутье. So, so to get this message to the client, you have to have a lot of courage. You have to be very sure that the thing that you're taking to the client will not offend them and they will accept it. So, are you testing it somehow, or just your own thought that it would be accepted and it's great? I think that you have to build a relationship with the client. Вам нужно взращивать отношения вместе с клиентом, where it's okay to be a little bit offended. Когда не страшно быть вот таким провокационным, немножко вот по-хорошему агрессивным. So you maybe work for a long time with them. Вы вполне возможно долго с ними работаете. And sometimes you can present a little bit offending things. Ну и, собственно, если вы долго с ними работаете, у вас там появляется вот этот вот кредит доверия, когда вы можете клиенту показать такую нестандартную, ну и чуть-чуть даже, наверное, там провокационную вещь. So I believe in trying to form a relationship where the client and the agency feel we're in this together. Я верю, что нужно выстраивать отношения, когда клиент вместе с агентством что-то делают вместе. So that is obviously something that takes time. И это то, на что требуется время. Вот, ну, то есть просто так этого не сделать. And also sometimes maybe you just have to be, taking. Jumping out and see maybe we have a parachute. Но иногда, возможно, нужно просто выпрыгнуть из самолета, чтобы узнать, что у тебя за спиной парашют. And sometimes you also have to ask, what is the worst thing that can happen? Иногда нужно себя спросить, а там в самом плохом случае-то что случится? And the worst thing, maybe we lose the client. Ну, в самом плохом случае, возможно, мы потеряем клиента.
But maybe you lose the client anyway. Но вполне возможно, вы и так его потеряете. And we better have fun on the way. Лучше хотя бы сделать это весело. So I think it's important to create an environment where you allow yourself to lose a client. Очень важно сделать такие взаимоотношения, когда вы можете позволить себе потерять клиента. I know that it's hard. Это достаточно тяжело. But if you can find a structure with your colleagues and the agency where everyone is like shaking hands that yes, we have to allow ourselves to lose a client sometimes. Но если вы со своими коллегами построите такие взаимоотношения, где все друг друга уважают и понимают, что да, действительно, мы можем позволить себе потерять какого-то клиента, because we believe it will give us bigger success in the long run. Потому что мы верим, что это даст нам еще больше успех, но вот в долгосрочной перспективе. I think that has been very good for our organization because everyone calms down a little bit. Я верю, что для нашей организации это было очень классно, поскольку все чуть-чуть успокаивались. Okay, shall we continue? Yep. So I would like to talk about concepts that are not as big, that is not like advertising. Но давайте поговорим про концепции, которые не такие большие, как рекламные кампании. Because I want to show you the power of conceptualizing. Потому что хочу вам показать вот силу концептуализирования. I have a friend who is very successful in many ways. У меня есть друг, который успешен во многих областях жизни. And he does very different things. Он занимается совершенно разными вещами. But one thing that he is very good at, но одна из тех вещей, в которых он действительно очень хорош, is that he conceptualizes everything. То, что он умеет очень хорошо все концептуализировать. So successful people are usually good at networking, right? На самом деле успешные люди обычно хороши там в коммуникации, в общении с людьми, взаимодействии. Yeah, so maybe I help you to meet that person, and you do something that's good for everyone. Возможно, я могу помочь одному моему знакомому там познакомиться с вами, и верю, что этим я сделаю всем хорошо. And he has introduced me to a lot of people. Он лично меня представил многим людям. And I introduced him to a lot of people. А я его представил многим людям. But one day he come up that he would conceptualize that. Но однажды он сказал, что он хочет все это концептуализировать. And he started to call that activity kupla. Он начал называть вот такую активность по знакомству словом купла. And it's a word that he made up himself. Это слово, которое он придумал сам. And it is the Swedish word for connection is koppla. На самом деле шведское слово прошу прощения. Вот слово связи на шведском это копла. Yes, and he added another O. Он добавил еще одно О. Because it sounds a little bit like cooperation. Потому что это звучит там чуть больше похоже на кооперацию. And then he made some rules. И он сделал несколько правил. It is so kupla is when you post on Facebook and you tag two persons. Собственно, купла это то, когда вы делаете пост в Фейсбуке и отмечаете там двух человек. And you write that you and you should eat lunch and you should talk about this. И когда вы пишете, что там вот ты должен встретиться с тем-то и пообщаться на какую-то конкретную тему за обедом. And then the two persons they start to talk in the comment fields. И в этом случае вот люди, которых отметили, начинают общаться в комментариях. And the cool thing is that all of a sudden people start to talk about, hey, maybe I should kupla you two. И самое крутое, что в какой-то момент люди сами стали задумываться, а кого с кем они еще могут познакомить, чтобы это было полезно.
I'm just gonna take a picture that I talk about this and show him. Я сниму фотографию и потом покажу ему, что я вот про это говорил. He will be very surprised. Он будет очень удивлен. I want some audience in the picture as well. Yeah, selfie, yeah. Me and my Russian friends, and it's a lot of things going on. Вот я сделаю селфи. There we go. Handle the big selfie. Yeah, we're gonna do a big selfie. We're gonna go do a groupie. Мы сделаем вот не селфи, а группе в конце доклада. So, and this is more and more people are doing Kupla now. И сейчас, к радости, все больше и больше людей занимаются вот этим вот купла. So that's, I think, is a good example, the power of conceptualizing. И это, на мой взгляд, прекрасная иллюстрация силы вот концептуализирования, формулирования в одной фразе или слове. Another concept that another friend of mine has done is the job family. Чем мне приятен еще один мой друг, он сделал другое концептуализирование. And AMS is the government-funded employment agency. It is costing loads of money and is getting a lot of criticism. Собственно, вот эта вещь называется job family, рабочая семья. Давайте вот так вот я это переведу. Собственно, есть АМС, это шведское государственное агентство по трудоустройству, которое стоит государству достаточно много денег и при этом получает достаточно много критики. And my friend Vic, she is unemployed and she went there and she was treated in a way that made her think, fuck AMS, I will start my own social media AMS. Собственно, моя подруга Вик была безработной и отправилась туда. Соответственно, они с ней обошлись так, что она подумала, что да к черту этот ваш АМС, я сделаю свой в соцсетях. And today, the job family has thousands of members. На сегодняшний день вот рабочая семья в Фейсбуке имеет 1000 подписчиков. And both employed and unemployed people are discussing and sharing jobs. И работающие, и неработающие люди обсуждают то есть возможности рабочей и общаются. And it's very simple. I think it was important that she conceptualized with a good name. Было очень важно, что она концептуализировала все с очень простым названием «Рабочая семья». And then she spread the word with simple social media content. А потом она стала распространять все это с помощью очень простого соцмедийного контента. And they say, for example, Sweden has 400,000 unemployed. Why are you feeling alone? Например, на первой картинке написано, что в Швеции 400 тысяч безработных. Не чувствуйте себя одиноким, вы не одни. And the other one says, be unemployed, be together. Вторая говорит, что быть безработным значит быть вместе. And the other says, don't let AMS tell you what you can't be. Вот, собственно, следующее, это не разрешайте АМС, вот, собственно, этому агентству, говорить вам, кем вы можете стать. So it is a movement where people feel that no one should, like the government should not tell them what they can be or can't be. Собственно, это движение, когда люди стоят за то, что государство не имеет права им говорить, кем они могут быть и кем они не могут быть. So here you got, hopefully now I showed you big examples on conceptualizing and tension and small examples of tension and conceptualization. Я показал вам как большие примеры вот концептуализирования в рекламных кампаниях, так и совсем локальные маленькие примеры. And I believe social media works best for movements, and movements create content. И я верю, что соцсети лучше всего помогают
для того, чтобы создавать какие-то общественные движения, а вот те самые общественные движения создают контент. So now I would like you to talk a little bit with each other about these questions. А сейчас я бы хотел, чтобы вы пообщались со своим соседом о тех вопросах, которые есть здесь, я их там переведу чуть позже. Yeah. And then when you talked about this, maybe some of you can tell me what your thoughts were. Когда вы поговорите, возможно, кто-то из вас захочет поделиться со мной мыслями, какие вас посетили. And the questions are, what is the issue that I would like to work with? Вопросы. Первый, собственно, какая-то проблема, над которой я бы хотел бы поработать. How can I conceptualize that? Каким образом я мог бы это концептуализировать? What would be a cool concept for the name? Sorry, name for the concept. Yes. Каким могло быть крутое название для этой самой концепции? And how do I leverage social media to connect people with this concept? И каким образом я мог бы использовать социальные медиа, чтобы люди общались на этой концепции? So talk with each other or write down and spend 5 or minutes or 10 minutes or something, and then we'll talk together about whatever you come up with. Давайте потратим на это 5-10 минут, поговорите с соседом. Если не хотите с соседом, можете сами для себя записать ответы на 4 вопроса, и по прошествии какого-то времени мы друг с другом поделимся, какими мысли возникли по результатам этих вопросов.